Много людей изучают историю индейцев, их культуру, их что-то тянет, притягивает. Но кто такие индейцы, никто вам не расскажет. Я единственный расскажу вам, кто такие индейцы на самом деле. И здесь первый раз в интернете вообще будет про это сказано. Те, кто изучает историю Америки, изучают историю индейцев. И разные вестерны, фильмы снимают, где индейцы говорят: вот мы индейцы, а вы бледнолицые. Но проблема в том, что сами индейцы были бледнолицые. Эту фразу придумали для вестернов, для фильмов. Это художественное произведение. В реальности индейцы никогда не называли белых людей бледнолицами. А вот главный бог обоих Америк, Кецалькоатль, он был голубоглазым и светлокожим. С чем вы ассоциируете слово «вендетта»? И все ответят: это кровная месть, убийство, зачистка. Потому что этих индейцев зачистили, убили и уничтожили подчистую, почти под ноль. Их осталось очень мало. И вот вендеттов убили так жестоко, что слово «вендетта» взяли как убийство, геноцид. То есть слово «вендетта» приравняли к геноциду. Этих индейцев так жестоко убили, что название этих индейцев приравняли к слову «геноцид» или «вендетта». А вот фотография вендеттов, коренных жителей Америки. В Европе их называли венеды, в Америке их называли вендетты. Это одно и то же. Это белый народ, который назвали индейцами. Посмотрите, здесь нет ни одного краснолицего, как они говорят. Это все белые люди. И это тоже фотография вендеттов. В Европе их называли венеды. То есть арийское население проживало на всей территории Тартарии равномерно, до того, как его начали уничтожать очень массово. То же самое можно сказать и о боге солнца и боге силы, изображенных на стеллажах. У него светлые волосы, голубые глаза и светлая кожа. Бог силы тоже точно такой же. Бог солнца яркий, а бог силы ясный, голубоглазый. Это бог наслаждения и бог Амилуки. Посмотри на него тоже, он бородатый и светловолосый, как говорится. Где ты видишь таких индейцев, так называемых коренных жителей, которые остались? Вот статуэтки, относящиеся к культуре майя. Мексика. Век нашей эры. Да, они не поскупились на красную краску, но, как говорится, не убрали светлую бороду и усы. Ты же видишь, что у него светлые волосы и борода. И здесь, и здесь. Это два разных изображения. Посев мочи. Один и тот же регион, примерно 7 век нашей эры, Америка, голубые глаза, светлая борода, кокошник и мужчина с зелеными глазами. Ну что же, настоящий индеец. Вот еще несколько отличных иллюстраций Жака Гросса. Он жил в конце 15-го, начале 19 веков. Вот его иллюстрация того времени. Калифорнийский священник-медик, светловолосый, со светлой бородой, светловолосый мужчина, настоящий калифорнийский священник. Еще один мужчина из Калифорнии, тоже почему-то светлокожий и с бородой. Вот космология Миллера, 1519 год, Флорида. Вот толпа белокожих, светловолосых, бородатых индейцев. Космология Миллера, 1519 год, Флорида. Вот они, бородатые, светлокожие. Индейцы с белой кожей, обратите внимание. Вот почему король Флориды, мы уже встречались с ним в статье о Моголе Тартар, вот как он выглядит, и его называют именно королем. Это относится к 15 веку. Он действительно был королем, потому что был представителем единой империи. Империя существовала только на территориях, которые считались свободными, хотя и были частью одной империи. Это просто другая форма организации. Вот еще одна карта Корнелиса де Жойса, 1593 года. На что я хотел бы обратить ваше внимание. Здесь много городов. Не будем даже смотреть на Тагил. Я даже не хочу обращать ваше внимание на то, что написано Флоурид. Такое ощущение, что они изменили название Риги. Ригу они написали Флоурид. И все. Я хочу обратить ваше внимание на то, как много здесь крупных городов.
Каждая точка – это крупный город. Почему я хочу обратить на это ваше внимание? Потому что сейчас мы увидим, что в Европе того времени не было и трети тех крупных городов, которые были только в Северной Америке. Я обращаю ваше внимание на то, что здесь есть один город, расположенный на озере, который тоже построен на воде, на водной поверхности. А строили его венды, они любили строить на воде. Вот они, эти венды. Само название Вендаты сохранилось, как говорится, с усами, а еще есть мореходы, известные в прошлом. Их называют евронами, вейндотами. Это племя из Северной Америки, оно существует до сих пор. Они принадлежат большой группе иракезов. Это для тех, кто захочет копнуть глубже, потому что, как видите, у индейцев у всех усы и полосы. Поэтому атлас Вальдорфа II, который мы видели в самом начале открытия Америки, в начале 15 века, смотрите, это именно Северная Америка, ее южная оконечность. Посмотрите, какой огромный город стоит на озере. Как он построен? Он построен так же, как в принципе и все города монголо-татар. Какие там укрепления? Обратите внимание, еще одна карта этого города на озере, который так любят строить вендаты. Здесь он изображен в виде московского Кремля. Напомню, это 15 век, и тип постройки тот же. Посмотрите на кирпичную кладку укрепления. Они тоже из красного кирпича, а нам говорят, что Кремль строили итальянцы или по той же технологии. Это была единая империя. Кстати, обратите внимание на шпили. Как именно они использовались для передачи энергии на расстояние? Вот еще одна карта 19 века, начало эпохи, на которой изображено открытие Америки Колумбом. И здесь индейцы почему-то не раскрашены в красный цвет, но с другой стороны это интерес. Обратите внимание, какие качественные изделия принесли Колумбу так называемые индейцы. Кажется, этот вообще держит какие-то часы. Но высокое качество золотых изделий было характерно для скифов, для скифской культуры. Как мы выяснили, скифы, как правило, строили укрепленные поселения. Скатей – это стена, сложенная из китовых костей. Китовые кости – это прутья, жерди, которые приносили из леса. Сначала строили первый уровень, затем второй, засыпали пространство между ними, возводили земляной вал, а затем укрепляли его. В результате получалась такая крепость. Это и есть укрепленные поселения, а это город Хуака в Перу. А еще есть скиты. Это скит. А на картах древности мы обозначены как Аскетия, страна городов-крепостей, подобных этим. Ну, там постоянно происходили конфликты, были и другие нюансы. Это стена майя в храме Ица, построенном примерно в 1000 году нашей эры. Поэтому темнокожие индейцы не поладили со светлокожим блондином и решили, как говорится, поживиться за его счет и принести его в жертву. Такие жертвоприношения повторялись, потому что конфликты есть в любом обществе, в том числе и между кровными братьями. Как видите, этот иракец светловолосый, и он тоже снимает скальпы, что опять же указывает на то, что скальпирование практиковали скифы. Он тоже светлокожий и светловолосый индеец. Он одет не как европеец, как я и говорил. И у меня есть предположение, что это был один из таких разведчиков. За скальпы не тех индейцев платили хорошие деньги. Вот и все. То есть скальпы должны быть светлыми. Вот и вся разница. В конце концов, конечно, им удалось победить империю, приложив немало усилий. И они, европейские советники, подсказали правильным индейцам, темнокожим, как победить неправильных, светловолосых, светлобородых и светлокожих. Скорее всего, не было ни одной войны, ни одного потопа. И все же, как говорится, коренные индейцы были уничтожены. Большинство из них и власть перешла к так называемым коренным индейцам, которые живут в Америке и по сей день. Но некоторые генетические ветви сохранились до наших дней. Девушка слева, насколько я понимаю, голубоглазая индианка из племени Чероки. Ее зовут Фэй, а девушка справа индианка из племени Южных Дакота. Тоже интересно. Она интересно одета. Вот она, восьмиконечная звезда. У нее лестница.
Вся символика, как говорится, совпадает со славянской, как и здесь. Еще одна девушка из племени Чероки и Латония. Ее зовут Латония Энди, она из племени Якима. Так что, конечно, не все индейцы погибли. Некоторые из них до сих пор живут в Америке, и тем, кого тянет в Америку, я бы хотел сказать, что вас тянет, скорее всего, на вашу историческую родину. Это не миграция, а просто правильное распределение населения по полюсам исторической родины. Америка когда-то была частью единой империи. Следовательно, коренное население там славянское, белокожее, и даже те индейцы, которые являются там коренными жителями сейчас, все они по-прежнему родом из Сибири, что Тихоокеанское побережье было более развитым, там было больше городов, даже больше. Это лучше, чем в Европе. Они жили, но европейцы плавали, играли на противоречиях между разными племенами, не такими дикими, поскольку они могли строить такие города повсюду, вести торговлю, а также обладали высокими технологиями, которые мы увидим в будущем. Плюс глобальные катастрофы привели к тому, что империя была впервые разделена где-то в 15 веке, и уже где-то в X они завершили окончательное разделение частей империи. Это разрушение, а затем и тот мир, который мы видим сегодня вместе с тобой. Оказалось, что ты ничего не знаешь о совсем недавних событиях прошлого, когда белый человек расселился по всей земле и был основным коренным населением, которое дало развитие и высокие технологии. Как только исчез белый человек, исчезла и технология. Таких городов было много, как и карт, подобных той, что я уже показывал, 1593 года, где написано, что здесь, в Северной Америке, жили ордынцы и татары. Здесь, как говорится, были летние тренировочные лагеря для новобранцев. Вот эти города на берегу моря. То же самое изображено на карте Монтербана 1587 года, летний лагерь тартар. Огромное количество таких красных точек – это крупные города, о которых в то время знали только европейцы. Слева – место рождения Тартара-Магула. Так что все на своих местах, все идеально вписывается в единую империю. Вот почему на рисунках Жака в X веке мы снова видим современных знатных людей из Перу, живших в древности. Вот как они выглядели, оказывается, светловолосая женщина со светлой кожей и бородатый мужчина со светлой кожей и светлыми волосами. Одеты они очень прилично, стоят на фоне интересной каменной кладки, и нам говорят, что они были дикарями. Жили они только в каких-то деревенских хижинах, вот и все. Как-то не похожи они на дикарей. Вот почему на карте Матиаса 1600 года эта территория правильно обозначена как Пауния, то есть как сокращение от Перин, то есть как владение единой империи под названием Перин. То же самое мы видим на карте Даниэля Келлера 1590 года, где Америка подписана как часть Западной Индии. Мы уже говорили, почему так. Ведь изначально Сибирь была Индией, где располагались города татар-монголов, в том числе город Омск, современный духовный центр прошлого. И тут же написано «Западная Индия», то есть Америка или Перу. Это уже написано про Северную Америку. То есть эта единая империя существовала. Просто европейцы немного сократили ее название, а потом снова забыли о ней. Но обратите внимание, что позже, после распада империи, все хотели вернуть себе ее славу и все земли. Вот почему появились Британская империя, Японская империя, как они ее называют, Германская империя. Все хотели стать империалистами, то есть вернуть себе власть над всей землей, которой обладала империя. Главными центрами империи в Сибири были город Омск и города Татар-и-Мангал в Чукотском автономном округе современной России. Их огромное количество. Вот то же самое. Какой-то древний священнослужитель из Мексики. Здесь он подписан как Топельцин, это один из церковных чинов. Бородатый, светловолосый. Это священник из Древней Мексики. Он подписан как древний мексиканец. Эти перуанцы светлокожие, светловолосые, и ребенок, и женщина. Это так называемые древние пионы. Они тоже здесь подписаны. Почему-то они светлокожие, светловолосые, очень хорошо одеты.
Мы также помним, что Жак Грасс, живший в конце 15-го, начале 16 века, изобразил там амазонок, знаменитых амазонок, в честь которых названа Великая река Южной Америки. Ну, а эти амазонки, легенды о них нам известны по Причерноморью. Как они туда попали, если между этими регионами не было связи? Все очень просто. Это была единая империя. Так туда попали и пикты, и кельты, и амазонки, и многие другие виды живых существ, в том числе те, кого называют коренными индейцами. Вот и древняя амазонка. Почему-то она не смуглая, как нам говорят. А еще, как утверждает эта амазонка 15 века, дикарка. Они называют ее амазонкой 15 века. Это из библиотеки Франции. Вот такая Дакота. Светлокожая, светловолосая, как и предыдущая. В космологии Миллера мы видели его соплеменников тоже в одежде. Здесь у них была синяя одежда. Это тоже Америка. Почему-то здесь не хватило краски для красного. А вот еще один священник из Перу. Обратите внимание на высокое качество золотых изделий, на качество стола, как говорится, и на изделия из камня. Все это сделали дикие индейцы, почему-то светлокожие и светловолосые. Обратите внимание. Другой мексиканец, светлокожий, бородатый. Какой-то мимо. Почему ученые этого не замечают? Я не знаю. Наверное, нет доступа. Карта мира, 15 век. Вот бородатый чилийский индеец, светлокожий. Магалонан, бородатый, светлокожий. Ну, скорее всего, это какая-то действительно примитивная культура, у которой, как говорится, не было времени на штаны. Америка, индейцы, союзники Франции, источник информации 15 века. Почему-то они светлокожие, светловолосые, бородатые. Вот такие союзники были у Франции, и индейцы прекрасно отразили это различие в своих рисунках. Вот краснокожий индеец, вот светлокожий человек, изображен даже темнокожий. То есть, возможно, это даже африканцы. А может, они просто так изображали загробный мир. Еще один рисунок, на котором люди с белой кожей отличаются от темнокожих и краснокожих. И индейцы прекрасно понимали разницу. Есть много таких рисунков, на которых изображены светлокожие, бородатые, светловолосые люди. Вот, пожалуйста. Он блондин с голубыми глазами, сам светлокожий. Он даже блондин, насколько я понимаю. Так что есть много таких свидетельств. Южная оконечность Америки, Патагония. Вот настоящая патагонка с косами, светлокожая блондинка, как и ее сын. Вот вождь патагонцев, тоже светлокожий. Ну да, бородатые, но это не русоволосые славяне, а русы, как их называют славяне, у которых темные волосы. Вот, пожалуйста, еще один представитель этой расы в Патагонии. То есть там не только блондины. Просто других людей сложнее распознать, у них волосы темнее. Вот еще одна карта Южной Америки, Патагонии, где в 15 веке мы видели великанов. Вот этот регион, регион великанов, обычных, бородатых, огромного роста. Здесь на карте Пьера и на карте мира 1550 года видно, что эти великаны, вот он, у него светлая борода, и его жена тоже светлокожая. Это южная оконечность Южной Америки, то есть вся Антарктида была дальше. А великана мы видели на карте космологии Лициния, 150 год нашей эры, Бразилия, там были великаны. Вот они, светлокожие, светловолосые, бородатые. Те же великаны, только в Перу. Светлая кожа, светлые, очень светлые бороды. Мы рассмотрим несколько гравюр Теодора де Бри. На них Америка изображена совсем не такой, какой мы привыкли ее представлять. В школах учат, что коренными жителями этой земли были индейцы или коренные американцы. У меня есть информация, которая противоречит этой версии. В книге Джералама Бенсони «Америка Паракуэрта» рассказывается о странных людях, живших во Флориде во времена прибытия испанцев. Это были белые, бледные гиганты, а женщины – светловолосыми и рыжими. Они совершенно не похожи на коренных американцев. На самом деле в Америке было много рыжеволосых великанов. Теперь мы можем перейти к тому, чему нас точно не учили в школе. А именно к тому, что финикийцы поселились на американском континенте задолго до Колумба. Нас учат, что Калифорния была основана испанцами в 1542 году. Но если мы прочитаем, что писал Кабрилье об островах Калифорнии, то увидим, что он утверждает. Хотя острова и сейчас дикие и необитаемы, в 15 веке они были густо населены высокоразвитой расой.
а материк был усеян деревнями. Ранние мореплаватели описывали детей островитян как белокожих, со светлыми волосами и румяными щеками, а женщин как обладательниц стройных фигур, красивых глаз и скромных манер. В школах не рассказывают достоверную историю Калифорнии. Я хотел показать вам еще один интересный момент из этой космологии. Дело в том, что рядом с великанами изображен торговый корабль «Грантари» у берегов Перу. 15 тысяч, 55 год нашей эры. Вот он крупным планом. Торговое судно. Это еще раз объясняет, почему было освоено Тихоокеанское побережье и как Южная Америка, сердце Перунии, была связана с ее, как они говорят, главной базой. Городами Агил и Тартар на Дальнем Востоке России и духовным центром городом Омском в современной России. Вот так они вели морскую торговлю вдоль побережья. Поэтому нас уже не удивляет такое огромное количество городов на Тихоокеанском побережье. Они торговали не друг с другом, а с разными частями империи. А вот здесь, пожалуйста, артелей Абрахам 1570 года, здесь торговля. Не знаю, это Андреевский флаг с крестом. А какие флаги там уже были, это отдельный разговор. Ну, есть торговые и военные корабли, я вижу. Конечно, все это было в основном смыто, затоплено, ну и колонизаторы-европейцы стали играть более важную роль, с другой стороны, с Атлантики. Сейчас мы это рассмотрим. Конечно, между этими белокожими индейцами были конфликты. В космологии Миллера 1519 года говорится, что конфликты были не только между представителями разных видов, но и между белыми индейцами. А в Перу сохранилось огромное количество древних свидетельств. У этой мумии были голубые глаза. Ее нашли в Перу, ей 1300 лет. А в Перу мы уже видели огромное количество мумий светлокожих и светловолосых людей, как говорится. У них просто каштановые волосы, но видно, что они блондины. Блондины — это точно такая же раса, у них светлая кожа. Белые. Такие статуэтки в огромном количестве находили в Перу. Бородатые, светлокожие, светловолосые — это только часть. Я работаю в сервисе Пентоос, таких находок сотни собраны, а также перуанская керамика. Бородатые индейцы для светлокожих и светловолосых. Первое тысячелетие нашей эры. Посмотри на все это, какая красота. Золотые маски Перу. Ну что же, частично мы их уже видели. У тебя голубые и зеленые глаза. Это символ Савитрии. Все это было даже около 1000 лет назад. Очень давно. Перуанская культура относится к 3 веку нашей эры. Прошло всего несколько лет. У тебя зеленые глаза, Балова, все в порядке, с ними все в порядке. Кокошники, интересно. Вот еще одна картина Олега Калятова. Вы все знаете Наску, знаменитый древний аэродром, а рядом с ним находится город Аркона. Я никогда о нем не слышал, хотя он находится совсем рядом. А вот и храм Россарио. Здесь стоял город русских арийцев. От него остался только храм. Посмотри, сколько всего здесь похоронено. Как говорится, археологам здесь есть что раскопать. Центральная часть храмов сохранилась. Посмотри на этот храм. Вот надпись на розе, которая рассказывает нам об одной допотопной архитектуре, по крайней мере, 15 века. Взгляни на этот храм, и ты найдешь аналогии по всему миру. Это единая архитектура. Никто из европейцев не строил его, да они и не собирались этого делать. Это, как говорится, остатки допотопного 15 века. Вот подпись Россарии русских арийцев. Вот еще один вид этого храма. Рария, русские арийцы, пожалуйста. Космология Миллера, 1519 год. Перу. Обратите внимание, что у индейцев светлая кожа, какие у них есть золотые изделия, а также изделия из золота высокого качества. Эта шапочка обычно присуща священникам, магам. Почему, как я уже писал, их называли моголами, магами, могущественными людьми, которые используют совершенно другую энергию. Если у славян просто простые шляпы, то это уже шляпа мага, могущественного человека. Могущественного. Помните, вот еще один. Фестиваль язычников Южной Америки 155. Бородатые светлокожие индейцы несут своего шамана, на котором тоже надета такая шапка, которая говорит о том, что он может использовать высокоэнергетические качественные золотые изделия для всех.
И почему-то все они светлокожие. Говорят, красной краски не хватило. Вот предположительный портрет Quetzalcoatля. Бесчисленные легенды индейцев обоих Америк повествуют о том, что некогда на берега их страны высадились белые бородатые люди. Они принесли индейцам основы знаний, законы, всю цивилизацию. Они прибыли на больших странных судах с лебедиными крыльями и светящимся корпусом. Подойдя к берегу, корабли высадили людей голубоглазых и светловолосых в одеяниях из грубого черного материала, в коротких перчатках. На лбу у них были украшения в форме змеи. Эта легенда почти без изменений дошла до наших дней. Ацтеки и тольтеки Мексики назвали белого бога Quetzalcoatl, инки Контики Виракоча. Для Чиби он был Бочика, для майя Кукулькан. Похожие легенды есть и у индейцев, проживавших в джунглях Табаско. Они хранят сведения о Вотане, пришедшем из районов Юкатана. В далекие времена Вотан пришел с востока. Его послали боги, чтобы разделить землю, раздать ее человеческим расам, и каждый дать свой язык. Страна, оттуда он пришел, называлась Валум-Вотана. Миф кончается очень странно. Когда наконец подошло время печального ухода, он не ушел через долину смерти, как все смертные, а пошел сквозь пещеру в подземный мир. А вот описание исследователя Перси Фоссета, который увидел одну из последних племен белых индейцев, и это все документально задокументировано. Перси Фоссет, 1867-1925, страница 133 дневника Фоссета. «На Каре живут белые индейцы», — сказал мне управляющий. «Мой брат однажды отправился на бараске вверху по туману. В самых верховьях реки ему сказали, что поблизости живут белые индейцы. Он не поверил и только посмеялся над людьми, которые это говорили, но все-таки отправился на лодке и нашел безошибочные следы их пребывания. Потом на него и его людей напали высокие, красивые, хорошо слаженные дикари. У них была чистая белая кожа, рыжие волосы и голубые глаза. Они сражались как дьяволы, и когда мой брат убил одного из них, а остальные забрали тело и убежали». Здесь я снова услышал рассказы о белых индейцах. Я знал человека, который встретил такого индейца, сказал мне британский консул. Эти индейцы совсем другие, и считается, что они выходят только по ночам, поэтому их зовут летучими мышами. «Где они живут?» – спросил я. «Где-то в районе потерянных золотых приисков. Не то к северу, не то к северо-западу от реки Диманатину. Точное местонахождение их никому не известно. Мату-Гроссу очень плохо исследованная страна, гористые районы на севере еще никто не проникал. Возможно, лет через 100 летающие машины смогут это сделать. Кто знает. Летающие машины смогли сделать это через 3 десятка лет. В 1930 году, пролетая над районами Гран-Сабана, американский летчик Джимми Энджел обнаружил огромные неизвестные провалы в земле и гигантский водопад. И это век, как считается, все уголки Земли уже открыты и исследованы. Так и получается, что возьмите любого славянского мужчину или любую славянскую женщину, нарядите ее в перья, в костюм индейца, вот и получатся коренные индейцы Америки. Коренные индейцы обоих Америк были белые, такие же белые, как эта девушка на фотографии. Проблема в том, что устроили геноцид англосаксы и вырезали большую часть индейцев. Они же русские, они же индейцы, они же славяне. Был очень сильный геноцид. И пустующее место заменили неграми,
и красными неграми. То есть это не индейцы, это красные негры, которые вам показывают, что это индейцы. Это тоже негры. Настоящие индейцы это русские, славяне. Правильный ответ. На этой картинке изображено 2 нигера. А вот и ответ. Почему завезли так много негров в США? Только потому, чтобы скрыть белое население, которое жило все это время в США, чтобы скрыть существование белых людей. Они завезли людей черных. Я нашел самые ранние свидетельства о том, что европейцы посещали Америку. Вот атлас Вальдорфа 1536-1542 годов. Там собрана информация. В этом атласе рассказывается о том, что испанцы побывали в современной Канаде. И кого же они там встретили? Белобородых людей. Они все отмечены красным. Коренные канадцы белые и бородатые. Вот крупный план. Здесь видно, что так называемые индейцы белокожие и бородатые, со светлыми волосами. Некоторые отличаются от испанцев одеждой. Те же белобородые индейцы, которые носят лаби, они носят скифотисы, как я их называю, славянские шапки из овчины. Мы видели такие в Северной Америке на иллюстрации из книги 1671 года, изданной в Лондоне и Амстердаме. Эти индейцы — сплошная ошибка. Это книга А, в ней собраны самые свежие на тот момент сведения об Америке. На карте 15 века показано, где именно они обитали. Прямо в районе Канады, Гренландии. Вот они, это северная часть Америки, а вот этот человек в каяке. Поэтому, по мнению Клеозы, неудивительно, что я взял у него образец ДНК. Посмотрите, сколько так называемых этнических славян в Исландии. R1A1 выделен желтым. Скандинавские страны тоже не отстают. Так откуда же взялись этнические славяне? В Исландии они могли расселиться 2 путями. Вот еще одна книга об Америке, изданная во Франции в 1670 году. Мы уже видели единорога на иллюстрации в предыдущей статье. Единороги в эпоху Возрождения легенды, все ссылки на статьи и материалы. Как всегда под видео, мы не обратили особого внимания на то, что единорога в Америке ведут белобородые индейцы. Есть и другой тип индейцев. Но мы ищем белобородых. Вот они, пожалуйста, существуют. Вот еще одна книга, только без приукрашиваний, об американцах-французах. А вот коренные американцы, бородатые, как шуты, похожи на московитов, и никак иначе. Хотя, судя по всему, это книга об Америке, изданная во Франции, а не в Москве. Зачем переселенцам было плыть в Америку, чтобы обрести свободу и начать строить здания в европейском стиле? Это бессмысленно. Здания в этом стиле уже были там. А не так давно, 200-300 лет назад, произошла великая перезагрузка. И, скорее всего, таких перезагрузок было несколько. Все эти грандиозные выставки по всему миру устраиваются одним и тем же учреждением, чтобы поддерживать эту нескончаемую ложь. Сколько городов было уничтожено пожарами? Зачем тратить столько сил на строительство выставки с такими роскошными деталями, которая выглядит как настоящая, из камня, а потом сносить ее за такой короткий срок?